Всем привет, с вами снова славный дружа Обломов. Сегодня у нас будет, даже я бы не сказал, что какой-то рецепт, потому что у меня в голове рецепт это что-то вот такое непростое. То есть там 5, 6, 7, 8 ингредиентов, все вот обжаривается. Сегодня будет не рецепт, а просто вкусный, очень вкусный жареный стейк, потому что давным-давно не было славного стейка. У меня как раз вот один вот такой вот томагавк остался. И, собственно, это то, как жарю стейк я сам. Для себя или для друзей, для знакомых девушек, им нравится такая прожарка. И, собственно, как я делаю чисто для себя, как нравится мне. Ну и, само собой, будут вкусные гарниры и соус, который великолепно подходит к стейку, при этом не перебивая вкус говяжий. Потому что у говядины такой насыщенный, но мягкий такой говяжий, сочный, мраморный вкус. Если поливать, например, там апельсиновым соусом, все равно будет вкусно, но перебивает. А я сделаю соус, который подходит идеально. Погнали. Итак, вот такой вот томагавк с чудесным ребром. И готовить мы все это дело будем в су-виде. Так, стоп, не бомбите. Во-первых, почему мы готовим именно в су-виде? Потому что я хочу, чтобы стейк был идеальной прожарки. А даже я, человек, который приготовил стейк, это, наверное, единственное, что у меня неплохо получается. Так-то я готовить не умею, но стейки получаются неплохо. Именно поэтому все ставят лайки славным стейкам. Но даже я точно сказать прожарку без термометра у толстых кусков не могу. То есть где-то жира больше, где-то меньше, где-то кость, которая тоже отнимает температуру. Какие-то стейки идут с волокнами поперек, какие-то вдоль, какие-то наискосок. Где-то мясо с крупными волокнами типа фланг стейка, а где-то нежные, тонюсенькие такие волокна филе миньона. И всегда попадать идеально в прожарку, у тебя разной толщины сковородка, разное количество масла, чуть-чуть разный газ, чуть-чуть разная температура просто в помещении. Там у тебя может быть жарко летом, прохладно зимой, и все, ты в прожарку не попадаешь. Су-вид — это единственный способ нормально попасть в прожарку. Но еще раз, если у вас су-вида нет, то любой вот такой вот чудесный су-вид у меня здесь стоит за 10 тысяч рублей, он заменяется мультиваркой за 2000 рублей. Если у вас есть мультиварка, которая способна поддерживать температуру внутри, которую вы ей задали, все, считайте, что у вас есть су-вид. Более того, если у вас нет вот таких вот вакуумных каких-то пакетов, и вы не хотите их затаривать, но вы купили стейк вот такой вот в вакуумной упаковке, можете готовить прямо в ней, вот в этом запаянном пакетике. Другое дело, что посолить и поперчить вам тогда придется его уже после приготовления. Да, и не гоните, пожалуйста, про вредные вещества, выделяемые из пакета. Пожалуйста, народ. Мы будем готовить при 58 градусах. Что такое 58 градусов? 58 градусов — это когда я могу вот так совать туда руку. Да, само собой, она начнет приготавливаться достаточно быстро, но это нифига не кипяток. И за час ничего у вас отсюда не успеет выделиться. Но у меня есть и вакууматор, и пакеты, поэтому я просто делаю вот так. И достаю стейк, чтобы его заранее посолить и поперчить. Вы посмотрите на этого красавца. Да. Божественный стейк. Он выглядит просто великолепно. Так, вот так. О, красавчик, пахнет божественно. Так, свежемолотый перчик и свежемолотая соль. Я не знаю, зачем соль тоже свежемолотая, но пусть будет. Просто красиво сыпется. Также добавим вот так соли на доску и добавим перца на доску. И все это дело, смотрите, трикс. Оп, оп, и прокатали. Сразу говорю, кстати, что оливковым маслом я его поливать не буду, потому что оливковое масло очень мешает стейк завакуумировать. Оно начинает из пакета подтекать в вакууматор, и там, собственно, пакет на масле не запаивается. Поэтому соль, перец и полотенчиком так промокнули нормально. Ну и, собственно, никакого розмарина тимьяна я его тоже обкладывать не буду, потому что мы сделаем этот вкус розмариново-тимьяновый, чесночный даже, когда будем задавать корку. Это будет в самом конце. Раскатываем пакет. У нас это вот такой рукав, чтобы в него поместился стейк целиком. И вот так вот. Мне стол не особо жалко. Он у меня рабочий. И отрезаем. Открываем вакууматор, засовываем один кончик. Сейчас не важно, засовывать аккуратно или нет. И запаиваем. Оп, он чуть пососет воздух и запаяется. Так, с одной стороны у нас пакет запаян. Всегда, если планируете что-то закладывать в су-видный пакет, вот так его выворачивайте,
чтобы, когда вы будете запаивать, чтобы у вас вот эта вот линия пайки не была покрыта соками, кровью, еще чем-то. Вот, то есть мы вот так сделали. И вот так заталкиваем наш стейк. Отлично. Так, руки вытираем об штаны и вакуумируем. Видите, даже сейчас из стейка вытягиваются соки, а если бы мы туда полили его оливочем, если бы мы туда залили оливковое масло, оно бы быстро вот туда вот начало выходить в вакууматор и мешать всему этому делу запаиваться. Так, зацените. Оп, оп, и все, идеальный шов. Сейчас сous-вид достигнет 58 градусов, но уже можно закладывать. Вот. Главное, чтобы туда все мясо ушло под воду. Отлично. Я объясню, почему 58 градусов и почему здесь стоит 1,5 часа. Во-первых, стейк при 58 градусах, он очень нравится подписчикам. Я лично для себя делаю 56, то есть он сильнее, более розовый, но потом там капелька сока вытекает, и все начинают орать, что это кровище, ужас, сырое, там личинки, фу, блин, короче, всякая жесть. Если больше 60, он уже практически становится well-done'овый. 58 это розовое, нежное, сочное мясо, уже без крови, но не подошва, еще не твердая. То есть 58 это такой идеальный вот для видоса формат. Сейчас я вот как будет готово разрежу, вы увидите, что это такое. Осталось нам сделать нажористый гарнир. У нас это будет пюрешка из картошечки, а также соус и овощной гарнир. Овощной гарнир у нас будет спаржа молодая. Я не знаю, нужно ли кого-то учить делать пюре. На самом деле все делают по-разному пюре. Кто-то добавляет сливки, кто-то добавляет горячее молоко, кто-то добавляет холодное молоко. Все по-разному взбивают. А кто-то перед тем, как варить, добавляет еще соду при варке картошки. Якобы она становится более пышная. В моем представлении главное все это перемесить очень однородно, чтобы не было комков. Добавить побольше сливочного масла и нормально посолить. Все, у меня лично всегда получается хорошее вкусное пюре. Я пытался добавлять холодное молоко, горячие сливки, без разницы, короче, просто получается вкусное пюре. Чистим картошечку, у меня офигенная сегодня картошка, она чистая, без всяких глазков, жуков и прочего. Плотненькая такая и отличная. Хотя есть сорта картофеля специально идеально подходящие под пюре. Но это уже дебри, в которые я не буду сегодня углубляться. Хорошенечко солим воду, картошинки режем, ну, чтобы быстрее сварились пополам. Нам не нужно, чтобы они были целые и красивые, все равно из этого получится пюрешка. И просто ставим до мягкости, протыкая вилками, тестим каждые минут 15 на огонь. Соус я сделаю перечный. Собственно, можно просто перец обжарить с чесночком, добавить туда сливок, все это дело загустить и нормально. Но моя задача, чтобы у него был такой мягкий, нежный, сливочный собственный аромат. Поэтому для аромата я возьму бурбон, для кислиночки, небольшой такой нежной кислиночки, я возьму винище белого сухого. И, собственно, для аромата перца я возьму перец. Ну и он будет нежный, сливочный. Короче, зацените. Почему я все время рассказываю? Я, короче, Саня, я все время рассказываю, потом начинаю это делать и еще раз все показываю. Чтобы что? Прямо на сухую сковородочку, чтобы сильнее раскрылся аромат, фигачим перец. Буквально на минуту. Вот. Здесь будет примерно чайная ложечка свежемолотого перца. Чисто раскрываем вот так аромат, не нужно его там сжигать. Как понять, что готово? Перец, сначала с ним не происходит ничего, потом он начинает немножко поджариваться, и вот он начинает пахнуть шоколадом, такой шоколадный запах, вот дым шоколадный. Все, можно уже прекращать этот процесс, потому что еще 20 секунд, и он уже начнет гореть. Останавливаем горение оливковым маслом и добавляем чайную ложечку мелко-мелко тертого чеснока. Ну и через чеснокодавку, либо вот такая микроплейновская терка. Пюрешка должна получиться вот такая. Добавляем алкоголь. И заливаем хорошим таким стаканом сливок все это дело. Ну и само собой соль по вкусу. Вот так, пару щепоток. Ну а такой нехитрый
нехитрый сливочный соусец с перечным ароматом. Процеживаем через мелкое-мелкое сито, чтобы не попадали остатки перца нам в рот, мелкие перчинки. Аромат там все уже отдало. Ну и вот, собственно, они остаются. Нежный сливочный соус. Он станет гуще, когда чуть-чуть подостынет. Можно спаржу парочку-тройку минут. Она у нас просто вот такая вот тонюсенькая. Можно пару-тройку минут ее отварить. Потом перегрузить в холодную воду, чтобы остановить процесс готовки. Но я ее просто пожарю с чесночком и с лимоном. Просто пожарю минуты 3. К спарже чесночок я порежу вот такими дольками, потому что если через чеснокодавку пропустить, оно будет гореть. Оливоч и немного сливочного. Ее и сырой можно есть вообще без вопросов, но тем не менее, пускай будет хрустяшка. Чесночок добавляем, чтобы он не успел сгореть. И немного лимонного сока в самом конце. Что касается пюрехи, я просто всегда добавляю большой кусок сливочного масла, хорошенечко присаливаю и добавляю жирного такого молочка. Сначала чуть-чуть, и потом смотрю, чтобы была такая пышная пюреха. И давлю все это дело. Я не знаю, кто делает иначе, пишите. В детстве, в детском саду, в школе, в разблюдовках, в меню всегда шло пюре, и никогда тетеньки поварихи его не размешивали нормально, и непонятно, что ты ешь. У американцев у них есть так называемая mashed potatoes. Это типа давленная картошка, но это ни хрена не пюре. Они всегда делают mashed potatoes, они как бы чутка его давят, понимаете? То есть так подавили, это какая-то раздербаненная картоха. Она и не вареная, аккуратненькая, с кусочком сливочного масла сверху, и не пюре, а что-то среднее. Бардак, короче. Я всегда пюре довожу вот до такого состояния. О, такая консистенция, на ложечке как бы держится. Блин, это на самом деле не пюре-давка, но у меня просто другой нет. Она немножко гнутая. Это такая лопатка для переворачивания, но хрен с ней. Вот. Однородность и трололо жирнота со сливочным маслом. Вот как бы, на мой взгляд, отличная пюреха. Прошел час и 10 минут. Мы пока тут все делали. Соусы, спаржу, пюре варили, месили. Прошел час и 10 минут. Стейк на самом деле у нас уже готов. То есть он абсолютно нужной прожарки. Сейчас мы его немного остудим. Я объясню почему. Температура внутри стейка сейчас 58 градусов. Идеальная та, которая нам нужна. Но при этом, если мы начнем его обжаривать, температура внутри будет повышаться, в том числе больше 60 градусов. И он мгновенно станет велдановым. Как этого избежать? Немножко, чтобы он подостыл, не знаю, 10 минут буквально вот он полежит. И тогда уже, когда мы будем его по минуте обжаривать с каждой стороны, внутрь этот жар пройти не успеет. Он просто нагреется обратно до 58. Ну и будет корочка там, я не знаю, миллиметровая. Вы сейчас все сами увидите. Выглядит он крайне непрезентабельно. Но засунем его туда косточкой еще на 5 минут, чтобы косточка проварилась, ну, чтобы на ней не было вот такой совсем крови. А здесь сверху пускай он уже начинает остывать. Сейчас еще 10 минут и достанем. Ну и давайте распакуем наш адски уродливый стейк. Скажете, ну почему он такой уродливый? Ну потому что никакой корки на нем нету. Смотрите. Посмотрите на этого прекрасно пахнущего уродца. Итак, ждем буквально 5-10 минут, чтобы верхний слой подостыл. Мягенький, великолепно. Ну а он уже соленый, перченый. Из него выделяются как бы соки, когда он готовится. В этих соках растворяется соль, перец, жирок выделяется. Ну и в этих соках все это дело растворяется и проникает внутрь. Ну вот. Но при этом мы его как бы не варили в куче воды в бульоне. То есть он не вареный, он именно сувидный в вакууме. Но на самом деле, повторяю, вакуум совершенно не обязателен. Вы можете просто в пакетик положить вот так, прищепкой, прифигачить к краю вашей мультиварки за 2000 рублей и оставить там на 58 градусов. Там просто за 1,5 часа все равно все перемешивается и все прогревается до нужной температуры. Су-вид, конечно, месит воду постоянно, она бурлит, чтобы была однородной температуры. Но если, опять же, это 1,5 часа, какая разница, там все равно все прогреется, не нужен никакой вакуум. И вы, наверное, думаете, на чем же мы будем жарить вот этот гигантский стейк? На гигантской сковородке. И вы спросите меня, друже, ты тупой? Зачем тебе вообще такая огромная сковородка? Зачем ты ее купил? Ты же ее никогда не используешь. Я вам отвечу. Никогда
Никогда не затаривайтесь на Алиэкспрессе пьяными. Я просто поставил галочку не на том размере сковородки. И теперь у меня вот такая вот херобазина. Но она пару раз пригодилась в шоу. Сковородочку разогреваем до сильного-сильного жара. Нам действительно нужно, чтобы все было очень горячее. И обжариваем буквально по минуте с каждой стороны. Вот так положу. Вот, поместилось. Если мы будем обжаривать очень долго, то оно, опять же, перепропечется внутрь. Нам этого абсолютно не надо. Так, у меня все стекает, поэтому я полью маслицем с этой стороны тоже и переверну. Ну, блин, это идеальная стейковая корка. И еще секунд 30 поливаем розмариново-тимьяновым маслом. Розмарин и тимьян в кипящем масле отдают свой вкус практически за считанные секунды. Поэтому вот так. Обжариваем. Посмотри на это. Посмотри на это, Саня, ты это видишь? Секунд 20 на жиру обжариваем, чтобы было красиво. И выкладываем. Народ, повторяюсь, вот так я это делаю для себя. Вот так я как бы, ну вот, если хочу людей порадовать, близких, родных, любимых, вот это я сделаю для тех, кого люблю. Ну, здесь нарезать неудобно, поэтому давайте я переложу вот сюда и покажу вам, что такое 58 градусов. Показываю. Разрезаю посерединке. Вот. И вот. Вот это, друзья мои, 58 градусов. При этом смотрите, посмотрите, корки ничего, то есть тут миллиметр корки, а остальное стейк той прожарки, которую я хотел. Понимаете? То есть, когда жаришь холодный стейк, он на полсантиметра становится велдановым, а вот от сувида нет. Идеальная прожарка на всю глубину стейка. Он розовый. Он нежный, он сочный, но не супер сильно. Ну и куда же без перечно-сливочного соуса? Да. Чисто стейк. Тимьянно-розмариновый томагавк. Медиум рейрный в прожарке. Мясо ультра мягкое. Его практически нельзя сживать, оно растекается, расползается. Это великолепно. А соус. Кусочек мяса с соусом. К мясу добавляется сливочное послевкусие. И вот бурбон, который выпарился само собой полностью, он дает мягкий такой пикантный аромат, который не перебивает вкус говядины. Пюрешка! Великолепная, со сливочным маслом, с молочком пюрешка. Ну и, собственно, спаржа зелененькая. И, послушайте, она все еще хрустящая. Спаржа, она очень сочная и от лимона немножко кисленькая. Она как бы обновляет вкусовые ощущения, и хочется взять следующий кусок стейка. Я не знаю, можно ли этот рецепт засунуть в золотой пантеон, потому что это и не рецепт вовсе. Это стейк с розмарином и тимьяном в сувиде. А ты знаешь, ладно, пусть будет, пускай его золотой пантеон, потому что это божественно. Нет человека, которому бы это не понравилось. Это нежный сливочный соус. Это великолепно прожаренное до нужной степени прожарки мясо. Я люблю, может, чуть посырее, но это уже такое. Но это великолепная, слегка кисленькая чесночная спаржа. И мягкая.
Нежное пюре, воздушное. Огромное спасибо еще раз всем, кто ставит пальцы вверх. Это действительно просто the best. Вот и все. Хотя стоит такой кусок мяса дофига. Но опять же повторяюсь, если у вас сous-вида нет, если у вас есть мультиварка, которая просто может держать нужную температуру, даже не нужно вакууматора, суете в пакетик, знаете, который вот с защелочкой такой. Защелкиваете этот пакетик, точнее суете в воду, вытесняется весь воздух, защелкиваете и оставляете на 1,5 часа при 58 градусах. Хорошо, 59, если хотите, чтобы еще менее было оно сочное. Но это божественно. Всем пока. Вот было в разблюдовках, Кто такие разблюдошки? Это что вообще? Это типа как мопсы, колли и разблюдошки. Это очень маленький бульдог уродливый, короче, разблюдо. Еще раз.